Привет, друзья! В сегодняшнем видео хочу показать вам, как собрать данную полку над обувницей. До этого я вам показал, как собрать обувницей вешалку, которая сейчас у меня находится за спиной. Показывал, как собрать зеркало с полкой. Все вот показываю, финишная получается сборка моей прихожей. Это данная полка над обувницей. Смотри, будет интересно. И как всегда, размеры оставлю в закрепленном комментарии. Итак, сейчас будем устанавливать мебельную петлю внутреннюю. Покажу подробненько, как это сделать. Отступаем 21 мм от края. Я буду сверлить отверстие с помощью данного кондуктора. Распаковка есть у меня на канале, кто хочет посмотреть. Принцип работы сейчас покажу. Ссылочку на данный кондуктор, конечно, оставлю под видео. Вот так вот с помощью данного кондуктора очень быстро можно сделать присадку. Как видите, сверловка получается идеально. Итак, делаем разметочку, где будет стоять петля для сверловки. После этого керним. По крайней мере, так делаю я. Для того, чтобы лучше засверлиться. Использую сверло двоечку. И по такому же принципу сейчас смонтируем вторую петлю. Давайте сейчас вставлю шканты на клей, как обычно. Ставлю мини-фиксы. Некоторые идут от руки, некоторые приходится иногда подбивать кияночкой. Поэтому об этом я уже не раз говорил. Я беру кияночку и присаживаю шканты на место. Ну и остается нам сейчас состыковать все эти наши изделия и повесить на стенку. Беру крышку и присаживаю. Сразу поджимаю мини-фикс. И ставим также на место нашу детальку.
поджимаем сразу минификсом. Итак, сейчас устанавливаю на место полку, размечаюсь, где мне надо сделать вырез под розетку, и начинаю собирать до конца. Итак, сразу объясняю, кому непонятно, здесь у меня по горизонтали имеются коробки отливки, соответственно, это центр. Я сразу сейчас измеряю, так как нет лазерного уровня, чтобы выставить центр. Измеряю все размеры, соответственно, собираю до конца полку и уже делаю вырез под розетку и ставлю на место. Получилось 25,8 вниз, вверх тоже 25,8. Вот получается одна отливка и вторая отливка. Соответственно, это центр. И получается здесь тоже идет. Я разметился. Все соответствует. Сейчас сделаю сверловку. По разметке детали отступаю сверху 10 сантиметров. Соответственно, для того, чтобы просверлиться, мне надо сделать 9 миллиметров. Вниз также отступаю 10 и отмечаю 9. Так как деталь идет 134, соответственно, чтобы мне не измерять эти миллиметры, я отверху отступаю 65. Поэтому 9 миллиметров. Делаю сверловку под конфирмат. Ну а теперь остается закрепить на 7-й конфирмат. Теперь мне остается засверлить также под конфирмат. Эту полку будет выглядеть следующим образом. Здесь я буду сверлить под пятерку, потому что здесь идет 18-я, буду, соответственно, сверлить под пятерку. Здесь идет 36-я, буду сверлить под семерку, потому что пятерки не будет хватать закрепить эту полку. Разметку я сделал, так как хочу, чтобы сверху у меня было 12, я отметил 12,9, 12,9 и, соответственно, здесь 12,9. Расстояние от края 6,6. И здесь получается от этого края сделал расстояние 9. И для крепежа мне надо 2 пятерки и 1 семерка.
Ну вот и в принципе такое быстрое крепление. Ставим назад. Малые здесь зонты стоят, большие здесь. Если у вас большие, соответственно, сюда 4 зонта. В общем, это крепеж получается на 4 зонта. Если вам надо больше, то, соответственно, заказывайте несколько таких крепежей. Надеюсь, подробно показал в данном видео, как собрать данную полку. Здесь уже разложили вещи. Не буду показывать, что там лежит. Обувницу вы видели, вешалку вы видели, зеркало вы также видели у меня на канале. Если вам было данное видео интересно, оценивайте. Спасибо, что были до этого момента вместе со мной. Оцените данное видео. Ну и, как всегда, на весь инструмент, на ключницу и зонтодержатель я все ссылочки оставлю внизу в комментарии. Спасибо за ваш просмотр. До встречи в новых видео. Пока-пока.